Дорогие мои подписчики, меня зовут Полина. Но ведь самое простое дело шторы подшить и пришить шторную ленту. И кто такое сказал? Так много знающих, как жить, так мало счастливо живущих. Вуаль шириной 2 метра 80 сантиметров. Как рассчитать, сколько надо? Длина карниза 3 метра. Ткани возьмем чуть больше, чтобы вуаль красиво свободно висела, не натягивалась. Вуаль я заказала в интернет-магазине и взяла 4 метра. Но оказалось, что срез ткани неровный. Ну, что делать, и такое бывает. Вот, между прочим, каждый второй подбородок не нравится своему владельцу. Самый лучший способ выровнять край — ровно разложить, выдернуть нитку, а потом сделать срез по полученной мережке. Край будем обрабатывать двойной подгибкой. Кстати, уверяют, что появление котиков в видео удерживает внимание аудитории и увеличивает количество просмотров. Специально сходила в гости к своему брату. У него много животных. Есть кот, есть собачка, а этот милый зверек — шиншилла. Кто мечтает о шубе из шиншиллы? А кому и этого мало? Есть еще и попугай. И все мирно живут. После того, как обработали боковой срез, приступаем к шторной ленте. У нас в этом месте проходит кромка. Шторная лента у меня узкая, 2,5 сантиметра. Знаете, по идее, здесь можно ткани подгибать только один раз. Но мне хочется, чтобы было все крепко и надежно. Поэтому я сначала прошью верх этой шторы, сделаю двойную подгибку. Внимательно посмотрим на саму шторную ленту. Одна сторона у нее гладкая, она как раз будет пришиваться к ткани. На другой есть уже готовые вытканные петельки. Именно за них будем цеплять крючки шторы. И есть еще нитки. За них будем тянуть, чтобы сформировать складки. Длину шторной ленты я тоже взяла 4 метра. Край шторной ленты подогнем внутрь на 1,5 сантиметра. Приложим к краю и пришьем. Шить будем 2 строчками по краю шторной ленты. Сначала с одной стороны, по внешнему, а потом с другой, по внутреннему. Когда подшиваю шторы, всегда вспоминаю эпизод одного из романов Дарьи Донцовой. Если кто-то вспомнит, как он называется, напишите, пожалуйста, а я уж своими словами расскажу. Главная героиня в процессе расследования под видом швеи проникает в дом. И ее подруга ведет разговор с хозяйкой, а нашей героине надо подшить шторы. Она подрезает шторы, висящие на окне. И одна оказывается короткой. Подрезают другую. Криво. В общем, не помню всех подробностей, но там часть ткани она степлером прицепила, где-то дырок наделала, вроде еще и кошка когтями тюль порвала. Но самое интересное, как они выкрутились перед хозяйкой дома из этой ситуации. Подруга взмахнула руками и сказала: «Дашенька, ты гениальна как никогда! Такой невероятный дизайн! Это ведь просто шедевр! Обычно работы Даши стоят очень дорого, и не все могут себе это позволить, а клиенты ее по полгода ждут, и с вас она возьмет только $100. Ну, сами догадываетесь, мы не настолько богаты, чтобы оплачивать работу такого дорогого дизайнера, поэтому шьем по старинке, просто и добротно. Смотрите, если потянуть за эти нитки, то шторка присбаривается. А после того, как отрегулировали длину верхнего края, эти нитки надо только завязать. А в эти готовые петельки вставить крючки, и можно вешать шторы.
Остается только подшить нижний край. Можно штору повесить и прямо по ней отмерить нужную длину. Но мне сказали, что померили по старой шторе, и готовая должна быть 2 метра 40 сантиметров. Отмерим нужную длину, добавим пару сантиметров на загибку и вытянем нитку. А потом аккуратно разрежем ткань по этой линии. А теперь уже можно и подшить на швейной машинке. Это кто сказал, что шторы легко подшить? Хотела бы я посмотреть в глаза этому человеку. Творить хорошо, но вытворять интересней. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!